Всем привет! Меня зовут Тихон, вы на моем канале, и сегодня мы приготовим с вами запеченную грудинку. Достаточно дешевый и обычный кусок мяса, который при помощи специй и несложных операций превращается в праздничное, насыщенное, пряное блюдо. Ничего сложного, но максимальное количество вкуса я вам гарантирую. Давайте я покажу, с чего начать. У меня здесь где-то 801 килограмм замечательной такой грудинки. Я ее предварительно шкурочку острым ножом нарезал вот на такие вот кубики. Это для того, чтобы специи и соль лучше проходили внутрь мяса. И разделю ее вот на такие половиночки. Достаточно плотная шкурка, поэтому выбирайте нож, который легко пройдет через мясо и не сильно его раздербанит. Вот так. Теперь все это дело нам необходимо хорошенько просолить и промариновать. Присыпаем каждую грудинку солью. Если есть крупная, вообще замечательно. И теперь добавим имбирь. Молотый перец, немножечко паприки, сушеный чеснок и мускатный орех. И хорошенечко натрем нашу грудинку. Вот так вот потрем ее друг об друга, чтобы соль и специи максимально обволакивали наше мясо со всех сторон. Какие-то специи вы можете заменить по вашему желанию, но я настоятельно рекомендую использовать в этом рецепте имбирь и мускатный орех. Они придадут божественный вкус вашей грудинке. Теперь выкладываем нашу грудинку шкуркой вниз на холодную сковородку и начинаем медленно ее нагревать. Нам нужно просто пришпарить немножко нижнюю шкурку, чтобы из нее подвытопился жирок. Пусть сковородка нагревается вместе с грудинкой. Пока наша грудинка обжаривается, я нарежу лук кольцами толщиной в 3-4 мм. Мы не будем его обжаривать, он нам нужен как подушка при соприкосновении с формой для запекания. Раскладываем его по всей поверхности. Вот так. И сюда же я порву листья базилика. Прямо вместе с палочкой. Немножечко сбрызнем это дело растительным маслом. И добавим немножко зелени. Орегано и розмарина. Сюда же на дно я добавлю немножко зиры. Это будет ароматная подушка для нашей свинины. Слышите, мясо начинает потрескиваться, эта корочка запекается и немножко лопается. Но за счет того, что мы сделали надрезы крестовидные, она у нас будет распределяться равномерно. Пускай так обжаривается в течение 5 минут. Смотрите, шкурка у нашей грудки немножко вот так вот зашкварилась. Отличное слово для интернета. Вот такой вот узор у нас образовался. И теперь мы наливаем в форму для запекания небольшое количество горячей воды прямо на лук. Вот так вот. И перекладываем сюда нашу грудинку. Хорошенько ее утрамбовываем, чтобы поместились все 4 кусочка. Вот так вот. Отлично, посмотрите, какая красота. Все, теперь я накрываю это дело фольгой. Хорошенько запечатываю, чтобы никакие соки и ароматы у нас не уходили. И отправляю запекаться при 160-150 градусах примерно на час 20 в духовку. Ну что, прошел где-то час. По кухне раздаются
неимоверные ароматы. Чуть-чуть пахнет дымком за счет того, что мы корочке придали немножко вот такой вот угольный оттеночек на сухой сковородке. Идет именно такой копченый аромат, паприка, зира, все это вообще витает в воздухе. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Будьте очень аккуратны, когда снимаете фольгу, она очень горячая. Посмотрите, великолепно. Сколько бульона у нас выделилось, жирочек вытопился. Теперь мы подливаем сюда буквально, ну это опционально, мы подливаем сюда пару рюмочек хорошего коньяка. Вот так вот. И уже без фольги отправляем при 200 градусах на последние 25-30 минут, чтобы корочка стала хрустящей. Ну что, друзья, финалочка. Я уже не могу дождаться, когда я попробую этот сочнейший кусок мяса и его хрустящую корочку. Именно за нее я и люблю грудинку. Давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. Посмотрите, какое мясное великолепие. Хрустящая корочка. Сколько вытопилось сока мясного. Снизу лучок. Он не то что сварился, он, я бы сказал, протушился хорошенько. И не спешите выливать этот сок. Используйте его в качестве подливки для вашего гарнира. Давайте вытащим один самый аппетитный кусочек и попробуем его на разрезе. Вот так. Посмотрите, сколько здесь всего осталось. Посмотрите. Великолепно. Отличный соус для гарнира. Что, давайте разрежем. Смотрите, какое сочное мясо. И при этом хрустящая корочка на самом верху. Такую грудинку приятно есть как горячей, так и холодной. Давайте отрежем кусочек и попробуем эту красоту. Мясной восторг. Специи, пряности отдали свои ароматы. Все это смешалось с бульоном, пропитало мясо изнутри, вышло назад, снова запеклось. Хрустящая корочка снаружи. Слюни не могу остановить. Безумно вкусная. Вот так вот из обычного, действительно дешевого куска свинины, который не очень-то праздничным нам кажется, можно приготовить великолепное блюдо, которое сочетается как с гречкой, рисом, вареной картошкой или с запеченными овощами. Обязательно попробуйте приготовить такую грудинку у себя дома. Напишите в комментариях, если у вас есть интересный рецепт с грудинкой, потому что на самом деле их не так уж и много, мне будет очень интересно об этом почитать. Не забывайте подписываться на канал, нажимать лайк под этим видео, вступать в группу ВКонтакте. А с вами был Тихон. Пока!